компании «Фугон». Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Маспанов Дмитрий, руководитель отдела продаж сварочного оборудования в компании ГК-ТСС. Мы являемся официальным представителем компании «Хугонг» на территории Российской Федерации, эксклюзивный официальный представитель. Соответственно, немножко пару слов о оборудовании. Вы можете заметить, что у нас выставлено здесь 4 аппарата, и есть небольшой стенд с аппаратами уже такого полупрофессионального сегмента, можно так сказать. Сварочный стол, соответственно, сварщик-демонстратор. Видите, он уже общается с клиентами, с самого утра начинает, активно работает. Мастер молнии, собственный бренд, человека продвигаем активно. Пока не забыл, сразу скажу, у нас каналы во всех общедоступных социальных сетях, поэтому подписывайтесь на YouTube. Мы скоро начнем выкладывать дополнительные ролики с участием Александра Лисогора. В общем, специалист очень классный, рекомендую, подписывайтесь. Итак, продолжим по оборудованию. Да. Про маленький стенд говорить много не будем. Это оборудование для полупрофессионалов и производств, которые работают в условиях средних нагрузок. То есть это где-то около 4-5 часов в сутки. Оборудование выдерживает повышенные нагрузки без проблем. Но большинство аппаратов, представленных на том стенде, однофазные. Соответственно, если полуавтоматы, это проволока единичка, 1,2 максимум, но 1,2 на 200 амперах, сами понимаете, там уже каплеперенос тяжело контролируется, уже качество шва будет чуть-чуть пониже. Поэтому пройдемся по нашим основным аппаратам. Здесь у нас 4 аппарата представлено. Один аргон-дуговой аппарат с функцией переменного тока. Для сварки алюминия идеально подходит. 315 ампер. Сразу оговорюсь, все характеристики у оборудования Хугонг реальные. Если у аппарата написано 315, он будет выдавать 315 ампер на дуге. Как правило, он выдает 317-318, даже чуть небольшой запас есть. Можем чуть-чуть поближе к панельке. Вкратце, полная циклограмма, ток минимальный. Сейчас посмотрим диапазон. Многие спрашивают, 8 ампер, самый минимальный ток. И до 315, как я вам и говорил. На циклограмме регулируется все. Полный цикл. Не буду перечислять, соответственно, частота, скважность импульса, пиковый базовый ток, все настраивается, заварка кратера настраивается, стартовый ток настраивается, предпродувка, постпродувка для, соответственно, качественного соединения, предпродувка, постпродувка для вольфрамового электрода. Очень удобная панель, интуитивно понятная, все видно. Заметьте, да, что она достаточно, я не знаю, передастся ли на телефоне, но масштаб достаточно большой и, в общем-то, видно все очень просто. 3 режима сварки. Можно сказать, что в первую очередь аппарат аргон-дуговой, да, 2 метода поджига, высокочастотный, лифтик и ММАшка обычная. Соответственно, работает он, видим снизу, блок жидкостного охлаждения. Немножко оговорился, да, 2 режима сварки, конечно же, аргон-дуговая и ММА. Блок жидкостного охлаждения, аппарат предназначен для работы на максимальном токе без перерыва, абсолютно. Вот. Горелка входит в комплект, все, что вы здесь видите, входит в комплект, можно подключить педаль. А какая цена ориентировочная такого чудо-аппарата? Примерно 300 тысяч, в районе 300 тысяч за, по-моему, 330 за весь комплект. Прошу обратить внимание, тележка, инвертор, блок жидкостного охлаждения, горелка в комплекте с жидкостным охлаждением, кабель заземления, все готово. Достаете из коробки, подключили и погнали варить. Все, что требуется, это баллон с газом, редуктор и все. Круто. И погнали. И напоследочек функция Safe Load. Для сварщиков-сменщиков настроили аппарат, допустим, один с большими мозгами, умный человек, настроил, сохранил, всем остальным говорит, программа номер 2, с утра пришел, загрузился, погнал. А сколько ячеек памяти? Около 20, точно не скажу, 20 или 30. Вот, да, это вполне достаточно. Даже 10 ячеек будет с лихвой достаточно. Спасибо, спасибо. Идем дальше, теперь у нас полуавтоматы. Логично начать по возрастанию ампеража. 251 самый
навороченный полуавтомат, однофазный, прошу обратить внимание. Синергетическая панель, сразу скажу, разрыв синергетики есть. Аппарат позволяет регулировать длину дуги от стандартной синергетики минус 5 плюс 5 вольт. Это очень широкий диапазон. 5 режимов сварки. Поехали. Сверху полуавтомат без импульса. Полуавтоматическая сварка с импульсом. Двойной импульс. Аргонодуговая сварка. Обратите внимание, здесь у нас обратный кабель на газ. То есть аппарат позволяет вам работать полноценной аргонодуговой сваркой. Никакого урезанного режима. Полноценный аргон. Круто. Ручная дуговая сварка. Допустим, захотел заварить нержавейку. Включаю импульсный режим. Выбираю stainless steel. По металлам быстро сталь, нержавейка, АМГшка, алюминий-кремний, чистый алюминий, купрум-пайка, соответственно, два режима: купрум-алюминий, купрум-кремний. Кнопка протяжки проволоки, кнопка продувки газом. Дальше выбираем газ. Причем автомат вам сразу же, я выставил нержавейку, никуда не пускает. Сварщик никогда не ошибется. 98% аргон, 2% СО2. 2% СО2. Выбираем диаметр, единичка, 1,2, 0,8, даже 0,9 есть. Мало ли у кого американская проволока, но на всякий случай. 0,6. Почему 0,9? Потому что оборудование поставляется по всему миру. Хугон оборудование своего бренда поставляет в Европу, в Америку. Сам завод аттестован по системе ISO европейской. Это очень важно. Это говорит о том, что оборудование производства Хугон соответствует международному стандарту ISO. Сертификат об этом есть на нашем сайте, соответственно, можете зайти проверить. Выставил проволоку, режим работы горелки, точечный 2T, Special 2T, который открывает нам в обычной 2T. У нас по циклограмме нет заварки кратера, нет тока старта. Выбрали Special 2T. Появился стартовый ток. Прогреваем заготовку в начале. Для работы с алюминием очень важная фишка. 4T перешли. Для длинных швов кратер уже есть. Редактируемый. Нету тока старта. Перешли Special 4T, и у нас полностью вся циклограмма, полностью все открыто. Предпродувка, стартовый ток, повышение до пикового. Соответственно, герцовка устанавливается. Это обычный импульсный режим. Заново. Здесь сварочный ток устанавливается, здесь напряжение на дуге. Время спада в секундах, заварка кратера, постпродувка. Если переходим в режим двойного импульса и переходим в Special 4T, то у нас здесь предпродувка, стартовый ток, возрастание, пиковый ток. Вот здесь уже герцовка открывается до 5 Гц. Это на двойном импульсе. На двойном импульсе от полгерца до 5 Гц. Шаг 0,1. Офигенно. Вот это крутая характеристика. База. Время спада, заварка кратера и постпродувка. Аппарат может все. Вообще есть все. Как я думаю, мне кажется, все функции, которые вы перечислили, это они все есть на европейских, на американских брендах. Это полный вообще набор, полный Все фарш. действительно так, с функцией сохранения, функцией загрузки. И я бы хотел обратить важный момент. Многие подходят, спрашивают, а как же вот у многих именитых европейских брендов есть дополнительные синергетические настройки под заварку корня, под быстрый пульс, под контроль тепловложения. Я вас уверяю, все эти три функции, они регулируются, и их можно настроить в ручном режиме. И это не так сложно. Опять же, с этими настройками вам всегда может помочь наш сварщик-демонстратор Александр. Ну что, последние два аппарата. Вот про это оборудование мне много рассказывали, про рабочие эти лошадки, Суперматрикс. На самом деле очень интересно узнать про них поподробнее. По сути, я вам все про Суперматрикс уже рассказал на примере Инверматрикс до 251. К сожалению, на этой выставке у нас ограничение на стенд 20 киловатт, поэтому мы Суперматрикс не подключаем. По сути, оборудование идентичное, просто это однофазный аппарат, это трехфазный промышленный.
Вот. Но если очень сильно хочется, конечно, мы подключим, поварим, если сильно хочется. Можем подойти к этой панели, да, убедиться, все то же самое. Единственное, что тут пайки нету. Ну, трехфазный промышленный аппарат, соответственно, черная сталь, нержавейка, АМГшка, кремниевый алюминий, чистый алюминий. Есть режимы дополнительные. В эти ячейки памяти можно занести нестандартные синергетические настройки. Мы связываемся с заводом и индивидуально под каждого заказчика подбираем дополнительный синергетический режим. Ну, А тут также двойной пульс есть, правильно? безусловно, вот 4 вида сварки. Тут нет аргон-дуговой сварки, как в том аппарате, но, соответственно, полуавтоматическая без импульса, импульсная полуавтомат, двойной импульс, ручная дуговая сварка. Регулируется все то же самое. Заметим, индуктивность регулируется и здесь, и в том аппарате Supermatrix. Также эта характеристика, этот индикатор отвечает за форсаж дуги в ручной дуговой сварке. А NACS есть на это оборудование? NACS есть. Все аппараты мы наксируем постепенно, по мере, соответственно, спроса на это оборудование. На данный момент у нас аттестованы все полуавтоматы от 350 ампер включительно. То есть это Invermig 350, Invermig 500S с газовым охлаждением 500 амперный, Invermig 500 с жидкостным охлаждением, вот он за мной стоит, и два Supermatrix 350 и 500. Ну и напоследок, так скажем, самая продаваемая модель у нас по количественному показателю – это Invermig 500. Оборудование с синергетикой настраивается, соответственно, я сейчас скажу одну интересную вещь. Все параметры настраиваются на подающий механизме, соответственно, ампераж, вольтаж настраивается вручную. Многие сварщики, особенно старые закалки, очень любят под себя вручную настраивать. Вот. Это для молодых сварщиков уже интереснее синергетика, а для людей с большим опытом важно, это как в автомобиле с ручной коробкой передач. Люди, которые профессиональные гонщики, раллисты, они, как правило, только ручку любят, ездят только на ручной коробке передач. Здесь синергетика под черную сталь, тем не менее она есть. Вы можете заметить два режима – MAN и SYN. MAN – это manual, ручной режим, и SYN – это синергетика. Соответственно, сварщик, если хочет вручную, на manual режим переходит. Два режима работы горелки, 2Т короткие швы, 4Т длинные швы с заваркой кратера. То есть, когда мы выбираем 4Т, выставили ампераж, выставили вольтаж, идем сюда. Вот эти две регулировки в режиме 4Т отвечают за заварку кратера. Это ампераж заварки кратера, это вольтаж заварки кратера. Это регулировка, это индуктивность. Круто, круто. А расскажите, пожалуйста, Дмитрий, про сам бренд Hugon. Многим он интересен. Откуда он? Что это за бренд? Ну, бренд появился достаточно давно. Это шанхайский завод по производству сварочного оборудования. Функционирует он уже свыше около 50 лет, 1956 год открытия завода. Концерн, акции этого концерна торгуются на шанхайской бирже. Один из немногих, я других заводов не знаю по производству сварочного оборудования в Китае, чьи бы акции торговались. Поэтому, в общем-то, приходите на наш стенд. Выставка Roosevelt еще продлится у нас, на дату съемки этого видео еще 3 дня. Поэтому, если успеете, будем рады видеть, пожалуйста. Спасибо большое, Дмитрий. Я обязательно Спасибо вам. Спасибо. Нам уже сварочное оборудование из Китая, промышленная линейка. Да и не только промышленная.